Глава 3. Торговец. Под перестук гремящих горшков фургон торговца прогрохотал по тяжелым балкам фургонного моста. По-прежнему окруженный толпой деревенских и пришедших на праздник фермеров, торговец остановил лошадей перед гостиницей. Со всех сторон к громадному фургону с большими, выше человеческого роста, колесами стекался народ. Все взоры были прикованы к торговцу, сидевшему с вожжами в руках. Человека в фургоне, бледного, щуплого мужчину с костлявыми руками и большим крючковатым носом, звали Падан Фейн. Фейн, всегда улыбающийся и смеющийся, словно над ему одному известной шуткой, каждую весну, сколько помнил себя Ранд, являлся в Эммондов Луг со своим фургоном и упряжкой. Дверь гостиницы распахнулась, едва только восьмерка, позвякивая сбруей, остановилась, и предводительствуемый мастером Алвиром и Темом появился совет деревни. Члены совета вышагивали нарочито медленно, даже Кен Буйе в сопровождении нетерпеливых воплей всех прочих, требовавших то булавок, то кружев, то книг или еще доброй дюжины видов всевозможных товаров. Толпа неохотно расступалась, пропуская процессию, и тут же поспешно смыкалась за нею. Адресованные торговцу возгласы не смолкали. Большинство сбежавшихся к фургону требовало новостей. С точки зрения жителей деревни, иголки, чай и тому подобное не более чем половина груза в фургоне. Столь же, если не более важно, любое слово извне, известие из мира за пределами двуречья. Одни торговцы просто рассказывают, что знают, вываливая все сразу в одну кучу и предоставляя деревенским самим в этой куче разбираться. Из других почти каждое слово приходилось вытягивать чуть ли не клещами. Они разговаривали нехотя и без особой вежливости. Фейн, однако, говорил охотно, зачастую с подковырками, и истории свои заводил надолго, делясь разнообразными подробностями, превращая рассказ в представление, вполне сравнимое с представлением Министреля. Он просто наслаждался всеобщим вниманием, расхаживая с гордым видом, словно петух, ловя на себе взгляды слушателей. Ранду пришло в голову, что Фейну не доставит особой радости узнать, что в Эммондовом Лугу оказался настоящий Министрель. Торговец, с нарочитой тщательностью занявшийся привязыванием поводьев, уделил совету и селянам одинаковое внимание, которое при всем желании вообще трудно было назвать вниманием. Фейн небрежно кивнул всем и никому в отдельности. Он улыбался, ничего не говоря, и рассеянным взмахом руки приветствовал тех, с кем был особо дружен, хотя его дружеские отношения всегда отличались необычайной сдержанностью и никогда не заходили дальше похлопываний по спине. Все громче становились просьбы рассказать о новостях, но Фейн не торопился, перекладывая какие-то предметы у сиденья, пока напряженное ожидание толпы не достигало такого накала, к которому он стремился. Лишь совет хранил молчание, в соответствии с достоинством, приличествующим его положению. Только облако табачного дыма выдавало нетерпение членов совета. Ранд и Мэтт втиснулись в толпу, подбираясь к фургону как можно ближе. Ранд наверняка бы застрял на полпути, не вцепись ему в рукав Мэтт, который и вытянул его прямо за спины членов совета. — Я уж подумала, что ты весь праздник проторчишь на ферме, — перекрывая гам, выкрикнул Перрин Айбара. На полголовы ниже Ранда курчавый подмастерье кузнеца был коренастым, широкой грудью, словно 1,5 человека в обхвате, с могучими, под стать самому мастеру Лухану, плечами и руками. Перрин легко бы протолкался через столпотворение, но это было не в его характере. Он пробирался между людьми с осторожностью, не забывая извиняться, хотя на него вряд ли кто обращал внимание, оно целиком было отдано торговцу. Но Перрин все равно извинялся и старался никого не толкнуть, когда прокладывал себе дорогу сквозь толпу к Ранду и Мэтту. «Представляете, — сказал он, когда, наконец, добрался до них, — Белтайн и торговец оба вместе. Держу пари, что и фейерверк будет». «Да ты и четверти всего не знаешь», — засмеялся Мэтт. Перрин подозрительно оглядел его, затем вопросительно посмотрел на Ранда. «Это верно!» — крикнул Ранд. Затем взмахнул рукой на увеличивающуюся толпу и гаркнул во весь голос. «Потом! Я объясню все позже! Потом!» — я сказал. В этот же миг Падан Фейн поднялся с сиденья фургона, и толпа сразу притихла.
Последние слова Ранда громом прокатились в полнейшей тишине, застигнув торговца с поднятой рукой в драматической позе и с открытым ртом. Все изумленно воззрились на Ранда. Костлявый, низенький человек в фургоне, который уже приготовился своими первыми словами приковать к себе все взоры, пронзил Ранда колючим, испытующим взглядом. Ранд вспыхнул. Ему страшно захотелось стать ростом с Ивена, чтобы не возвышаться над толпой. К тому же его приятели неловко подались в сторону. Всего год прошел с тех пор, как Фейн впервые стал признавать их за мужчин. Обычно у Фейна не находилось времени для кого-то чересчур юного, чтобы купить у него какой-нибудь товар по хорошей цене. Ранд надеялся, что в глазах торговца он не скатится вновь до уровня детишек. Громко откашлившись, Фейн отдернул тяжелый плащ. — Нет, не потом, — заявил торжественно торговец, снова воздев руку. — Сейчас я расскажу вам. Широким движением руки он словно разбрасывал слова над толпой. — Вы думаете, что у вас в двуречье беды? Разве не так? Что ж, во всем мире беды. От великого запустения и к югу, до моря штормов, от океана Арит на западе до Аильской пустыни на востоке. И даже дальше. Зима оказалась куда более жестокой, чем вы даже можете вообразить, такой холодной, что от мороза у вас кровь стыла в жилах и трещали кости. Да, зима оказалась холодной, жестокой везде. В пограничных землях вашу зиму назвали бы весной, но весна не приходит, говорите вы. Волки убивают ваших овец. Наверное, волки нападали и на людей. Дела обстоят именно так. А теперь вот что. Весна запаздывает везде. Везде волки, алчущие любой плоти, в которую можно впиться клыками, будь то овца, корова или человек. Но есть вещи похуже, чем волки или зима. Есть те, кто был бы рад, если б ему грозили только ваши маленькие неприятности. Падан Фейн сделал драматическую паузу. — Что может быть хуже волков, убивающих овец и людей? — спросил громко Кен Буе. Остальные согласно загудели. — Люди, убивающие людей! — откликнулся торговец зловещим тоном. Его ответ вызвал потрясенный шепот, который стал явственнее, когда он продолжил. — Я хочу сказать, что это война. В Гаалдане война. Война и безумие. Снег в лесу Даллин красен от людской крови. Воронами и криками воронов полно небо. Армии идут к Геалдану. Государства, великие рода и великие мужи посылают солдат на бой. Война? Язык мастера Алвира с трудом справился с непривычным словом. В двуречии никто никогда не имел ничего общего с войной. Почему они затеяли войну? Фейн ухмыльнулся, и у Ранда появилось чувство, что тот насмехается над жителями деревни, отрезанной от мира, и над их неведением. Торговец склонился к мастеру Алвиру, словно бы желая поделиться с ним некой тайной, но шепот его, предназначенный не только мэру, был услышан всеми. Поднят стяг дракона, и собираются войска, чтобы выступить против него. Или поддержать его. Один долгий вздох пронесся над всеми собравшимися, и Ранд невольно вздрогнул. — Дракон! — застонал кто-то. — Темный, свободен и... в Гаалдане! — Не темный! — прорычал Харл Лухан. — Дракон — это не темный! И вообще это лже-дракон! — Давайте послушаем, что скажет мастер Фейн, — повысил голос мэр. Но не так-то просто оказалось утихомирить всех. Со всех сторон кричали люди, мужчины и женщины, стараясь перекричать друг друга. Ничем не лучше темного. Мир-то дракон разломал. Он все начал, он причина времен безумия. Ты пророчество знаешь? Когда возродится дракон, худшие кошмары покажутся тебе самыми нежными мечтаниями. Он еще один лже-дракон, он должен им быть. Да какая разница? Вспомни последнего лже-дракона. Он тоже развязал войну. Погибли тысячи, разве не так, Фейн? Он осадил Ильян. Злые времена. 20 лет никто не объявлял себя возрожденным драконом, а теперь уже третий за последние 5 лет. Злые времена. Одна погода чего стоит.
Ранд обменялся взглядами с Мэттом и Перрином. Глаза Мэтта сверкали от возбуждения, но Перрин обеспокоенно хмурился. Ранд помнил историю о тех людях, что называли себя возрожденными драконами. Даже если все они оказывались потом лже-драконами, погибая или бесследно исчезая, не исполнив ни одного из пророчеств, все равно они успевали содеять немало зла. Войны сокрушали целые государства, города и села предавались огню. Мертвые падали, как листья осенью. Беженцы забивали дороги, словно овцы, маленький загончик. Так рассказывали торговцы и купцы, и в двуречии никто, обладающий здравым смыслом, не сомневался в этом. Как говаривали некоторые, когда вновь родится подлинный дракон, миру настанет конец. «Прекратите!» — закричал мэр. «Тихо! Хватит чесать языки и тешить свое воображение. Пусть мастер Фейн расскажет нам об этом лже-драконе». Шум начал стихать, но Кен Буе молчать не намеревался. «Это на самом деле лже-дракон?» — спросил кровельщик угрюмо. Мастер Алвир, опешив, заморгал, затем накинулся на Буе. «Не будь старым дураком, Кен!» Но тот уже вновь распалил толпу. «Он не может оказаться возрожденным драконом. Да поможет нам свет, он не может им быть! Ты, старый дурак, Буе! Тебе что, этих бед мало? Следующим еще темного назови». «Да ты одержим драконом, Кен Буе! Хочешь на нас беду накликать?» Кен вызывающе обвел взором стоящих вокруг себя, пытаясь смутить взглядом сердито уставившихся на него, и возвысил голос. «Я не слышал, чтобы Фейн говорил о лже-драконе. А вы слышали? Протрите глаза. Есть где-нибудь всходы, что поднялись хотя бы до колена? Почему до сих пор зима, когда с месяц, как положено быть, весне?» Раздались гневные возгласы, чтобы Кен попридержал язык. «Я молчать не буду. Хоть мне и не по нраву этот разговор, но я не стану прятать голову под корзину, когда люди из старинского перевоза придут резать мне горло, и я не стану попустительствовать забавам Фейна. Говори ясно, торговец, что тебе известно, а? Этот человек — лже-дракон?» Если Фейн и был встревожен новостями, что он принес, или смущен ссорой, причиной которой стал, то ничем этого не показал. Он лишь пожал плечами и почесал нос худым пальцем. Насчет этого кто может сказать, пока это не кончится и не случится? На секунду он умолк, растянув губы в своей таящей секрет ухмылки и обижав взглядом лица людей, столпившихся вокруг, будто раздумывая, как на них подействует то, что он скажет, и найдут ли они это занятным. «Я знаю», — произнес Фейн нарочито небрежным тоном, — «что он обладает единой силой. Другие же — нет. И он может ее направлять. Земля разверзается под ногами его врагов, крепкие стены рушатся от его голоса. Молнии являются на его зов и бьют, куда он укажет. Вот что я слышал, и слышал от людей, которым верю». Воцарилось гробовое молчание. Ранд взглянул на своих друзей. Перрину новости вовсе не нравились, но Мэтт по-прежнему выглядел возбужденным. Тем, на вид лишь чуть-чуть менее спокойно, чем обычно, потянул мэра поближе к себе, но не успел он ничего сказать, как прорвало Ивена Фингара. «Он же сойдет с ума и погибнет. В сказаниях мужчины, которые направляют силу, всегда сходят с ума, а потом чахнут и умирают. Только женщины могут управлять ею. Разве он этого не знает?» Ивен едва увернулся от затрещины. «Хватит тебе об этом, мальчишка!» Кен потряс узловатым пальцем перед лицом Ивена. «Выкажи надлежащее почтение старшим и оставь это дело взрослым. Убирайся отсюда!» «Полегче, Кен!» — проворчал Тем. «Мальчик всего-навсего любопытен. Незачем так кипятиться». «Не веди себя как ребенок», — добавил Бран. «И хоть сейчас вспомни, что ты член совета». С каждым словом Тема и мэра морщинистое лицо Кенна наливалось кровью, пока, наконец, не стало почти багровым. «Да вы понимаете, о каких женщинах говорит этот сопляк? Нечего на меня хмуриться, Лухан, и ты не смотри так, Кро. Это порядочная деревня приличного народа, и уж плохо то, что Фейн тут
вещает о лжедраконе, который использует силу. А тут еще этот одержимый драконом мальчишка приплел сюда и Айз Седай. Кое о чем вовсе не стоит говорить, и мне нет дела до того, позволит или нет этому шуту-министрелю рассказывать те сказки, что взбредут ему в голову. Это и неуместно, и неприлично. «Никогда я не видел, не слышал и не нюхал ничего такого, о чем нельзя было бы говорить», — сказал Тем. Но Фейн еще не закончил свою речь. «Айз Седай уже в этом замешаны», — громко заговорил торговец. Их отряд поскакал из Тар-Валона на юг. И если он владеет силой, то никто, кроме Айз Седай, не одолеет его. Они с ним будут сражаться и попытаются его одолеть, и в одной из битв одолеют. Если одолеют.